Привет, ребята! На днях проходил Супербол, во время которого вышел TV-спот «Мстители. Финал». Короткий, не особо информативный, но очень атмосферный и бьет по эмоциям не хуже первого трейлера, вышедшего в середине декабря. Давайте попробуем разобраться, что же нового показали нам Marvel. TV-спот начинается с кадров покинувших нас Мстителей. Оса, Фьюри, Человек-паук, Доктор Стрэндж и другие. Интересно смотрится фильтр, выделяющий красный цвет. Некий символ студии Marvel. Ну и куда же без отсылок на щелчок Таноса в конце Войны Бесконечности. Логотип Marvel рассыпается в следующем кадре. Далее мы наконец видим первые кадры из непосредственного фильма. Туманный Нью-Йорк, статуя Свободы, которая прибила катера и яхты, пустующий стадион Citi Field и брошенные машины вокруг. И ни одного человека. Все это намекает нам на последствия щелчка Таноса Апокалипсис, а холодные синеватые тона подчеркивают мрачность происходящего. После мы слышим закадровый голос Капитана Америки. Some people move on, but not us. Вместе с рассерженным Стивом Роджерсом в кадре эта фраза дает понять. Капитан Америка готов рвать и метать, готов мстить. В начале этой сцены можно заметить плакат с надписью «Where do we go now? That they are gone», на фоне которого стоит человек рядом со множеством теней, покинувших этот мир людей. Этот плакат висит, скорее всего, в неком реабилитационном клубе или группе поддержки, в котором люди сидят в кругу, делятся своими переживаниями и помогают друг другу пережить потерю родных и близких. Видимо, Стив Роджерс решил посетить одно из таких мест. Быть может, кто-то из посетителей клуба резко высказался в отношении Мстителей, обвинив их в произошедшем. В следующем кадре Тони Старк с Небулой над чем-то кропотливо работают. Можно заметить, что Небула разбирает свою роботизированную руку. Возможно, Тони Старк собирает новый костюм? Но, скорее всего, они просто чинят корабль, чтобы долететь до Земли и присоединиться к оставшимся Мстителям. Далее мы видим несколько Мстителей, устремивших свои взгляды куда-то в небо. Кого или что они там увидели? Корабль Тони Старка с Небулой? Или Капитан Марвел наконец прибыла на Землю? В следующем кадре мы видим Ракету в своем новом костюме, который сразу же узнали ярые фанаты. Это каноничный костюм с кобурой на поясе, в который был облачен енот на страничках комиксов Стражи Галактики. Далее в кадре появляется Черная Вдова с новой прической. Не особо интересная сцена, в ней Наташа Романов просто оттачивает свою стрельбу, либо пытается таким образом отвлечься. Следующий кадр выглядит куда интереснее. Что-то напугало муравья-воителя. Нападение на базу Мстителей? В следующей сцене Тор в неизвестном помещении. Некоторые предположили, что он нашел хижину Танос, но скорее всего это Норвегия, в которой находился Один в фильме Тор Рагнарёк. Там он сказал, что это их дом. И, видимо, выжившие асгардцы прибудут на Землю и поселятся именно здесь. Далее мы видим Соколиного Глаза на фоне каких-то развалин. Его лицо освещено красным светом. Кто-то предположил, что это свечение эфира, форма одного из камней бесконечности. Мол, Мстители отправятся в прошлое, чтобы раньше Таноса собрать все камни и в итоге победить его в битве за Нью-Йорк из первых Мстителей. Но так как Кен Файги в одном из недавних интервью сказал, что они собираются использовать в рекламной кампании кадры из первых 15 минут фильма, то навряд ли эта теория окажется верной. В следующей сцене мы видим дрожащую руку Стива Роджерса, управляющую щит. Непонятно, какой это щит. Свой он оставил Старку в конце Гражданской войны, а в Войне Бесконечности Чало дал ему совсем другое, конусообразный. Ну и последние кадры этого спота показывают нам оставшихся на Земле героев. Капитан Америка, Тор, Черная Вдова, Ракета, Человек-муравей, Воитель и Халк в обличии Баннера. Можно заметить, что между Муравьем и Воителем есть пустое пространство. Быть может, Марвел затерли кого-то, дабы избежать спойлеров, узнаем уже в апреле. Но следующий трейлер, если он и будет, стоит ждать не раньше премьеры Капитан Марвел. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Буду рад любой адекватной критике в комментариях. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, если еще не подписались. А также, если вы любили смотреть компиляции эдитов, я создал другой канал и выпускаю новые компиляции там. Так что переходите на мой второй канал, подписывайтесь на него, оставляйте свои пожелания в комментариях. Постараюсь слушать всех. До новых встреч! Just